Привет, привет, с вами Алена, и сегодня у меня долгожданный грызунчик. С виду ногти ничего такие, просто коротенькие, просто сгрызанные, но это только на одной руке. Ну да, конечно, все это дело расслоено, наковырено, а вот вторая ручка меня прям таки порадовала. Обратите внимание на мизинчик, видите вот этот кусь? Это не гель-лак оторванный, это прям кусок верхнего слоя ногтя, который просто сорван. Или вот этот средний, разорванные на слои, наверное. А вот на указательном даже была дырка, которая уже отросла. Короче, все вот это немножко затруднило мне обработку, но я сейчас это обязательно покажу. А вот тут я использую такой забавный спрей. Да, у вас нет проблем с глазами. Это действительно спрей ФА, антибактериальный. В общем, это антисептик. И так получилось, что нам в салон Шварцкопы привезли, когда антисептики, они сказали, вот такие вот у нас есть, поэтому пока мы местами работаем вот таким антисептиком ФА. Ну, он выполняет все свои функции, просто он забавный и похож на дезодорант. Ну, а тем временем я приступаю к обработке, покажу, конечно же, несколько пальчиков, обычный грызунчик, так скажем, стандартный более-менее, и другие пальчики, которые там ободраны. То есть мы все знаем, да, что ноготь состоит у нас из слоев, из чешуек, и вот самый верхний дорсальный слой, он как раз-таки отвечает за сцепку. Ну вот в данном случае с дорсальным слоем напряженка, особенно на второй руке. То есть сейчас я обрабатываю правую, а вот на левой есть сложности. Я думаю, что левую просто было удобнее ковырять или грызть. Такое, кстати, чаще бывает. То есть те пальцы, до которых грызунишки не добираются, они в более нормальном состоянии. В нашем случае это вот эта вот правая рука. Видимо, левая ей вкуснее была. Ну, а что делаю я? Я фрезой педикюрной капли с красно-синей насечкой обязательно счищаю все. Обязательно прорабатываю то место, где у нас типа свободный край. А вот сейчас я клиентке объясняю по поводу длины и почему мы на самом деле не будем делать длинные ногти. Я же, кстати, не сказала, да, сейчас не будет никакого вау-эффекта. Пойдем по длинному пути, мы придадим ее ногтям ценность для нее. То есть что я хочу сделать? Я сейчас не сделаю вау длинные ногти, потому что, ну, во-первых, ложе короткое, там сильно не разгонишься. То есть максимум можно чуть-чуть выйти за границы подушечки. Но так как я знаю, что с этими ногтями она проходит дней 10, ну, может быть, 12, то есть мы не будем ходить долго, потому что, скорее всего, они где-то начнут ее раздражать, она может начать ковырять. В общем, чтобы все это избежать, я сказала, 10 дней тебе как бы вот твой срок для носки, а потом мы их просто переделаем. Поэтому сегодня посредством полигеля мы ей достроим без форм, там, без всяких там этих приключений, просто достроим ей ложе. Ту самую вот нехватающую часть, чтобы у нее ручонки не чесались, и зубки тоже, чтобы она там ничего не отгрызала и не откусывала. Также я делаю срез кусачками, особенно с грызунами. Я все-таки люблю работать с кусачками, потому что там немного кутикулы. Если вам нужно совсем чуть-чуть срезать, то твизеры или ножницы лично мне здесь не особо помогают. Ну и потом, учитывая, что кутикула разгрызанная, там тонкая бывает, часто чувствительная до крови. В общем, травматичнее так. После того, как я убрала всю пыль, я, как всегда, дорабатываю вот этой фрезой, которая мне нравится. Я выучила ее название, поздравьте меня, она зовется «Бутон» с желтой насечкой. Короче, дорабатываю ей все это дело, дошлифовываю, привожу ноготь в божеский вид, который, собственно говоря, будет уже готов к наращиванию. И да, я сделала срез до наращивания, потому что мы там особо пилить-то ничего и не будем. И вот тут наши два оставшихся красавчика. Аккуратно отодвигаем кутикулу. Как сказать, отодвигаем. Она, конечно, уже и так вся выпотрошена. Ну, в общем, делаем то, что можем, насколько это получается. Несмотря на ее измученность и вывернутость, все-таки там кое-что да прилипает. И, в общем, дальше приступаем к обработке фрезой. Я обрабатываю полностью всю поверхность ногтя. Здесь очень важно на этот самый ноготь не нажать лишнего, потому что сорван верхний слой ногтя, причем такой достаточно приличный, так скажем, не один. И фрезой можно просто закопаться, зарыться и сделать еще больше пропил, чем у нее дырочка есть. Вот опять напоминаю про мизинчик, здесь хорошо видно, как она оторвала туда, прям под кутикулу это ушло, то есть это еще нужно нам вырастить оттуда, дождаться выхода вот этой травмированной части. В общем, здесь я эти пальчики обработала без особого фанатизма. Как видите, тут вот такие вот приключения, в общем, туда не пролезает и не заходит, и даже не отковыривается. И я считаю, что если не получается, надо оставить.
пусть пока живет, дадим этому, не знаю, приключению имя, и пусть будет так. Пока, короче, ждем. Дальше мы переходим, ну, мы должны были бы перейти, конечно, на копил свободного края, но у нас его как бы здесь нет, поэтому мы чуток забафим поверхность, что тоже у нас так себе получается. В общем, надежды на супер носку у меня, честно говоря, нет. Но я решила все-таки попробовать подготовить ноготь пилкой. Но еще раз напоминаю, что верхнего слоя ногтей нет, держаться покрытию не за что, и поэтому мы не будем делать длину. Это не имеет смысла. Там просто все отвалится в ближайшую же, не знаю, какую-то неприятность. То есть там, не знаю, встретится она в неравном бою с унитазной кнопкой, с кнопкой лифта или с дверным косяком, и не будет у нее ногтей. Поэтому делаем так, чтобы все прошло максимально хорошо. Вот. И еще раз повторяю, нам нужно создать ее ногтям ценность именно для нее, то есть для хозяйки ногтей. Если мы вместе с ней будем долго и мучительно, ну, надеюсь, не долго и не мучительно, но тем не менее, отращивать эти ногти, то она начнет их просто ценить. Это, знаете, это как кофточка на распродаже. Вот за 100 рублей футболку купишь, оденешь и выкинешь ее куда-нибудь. А купишь за 3000 и такая, повешу-ка я ее на плечики. Ну, вот примерно тот же самый эффект. То есть будем выращивать, радоваться каждому миллиметру, начнем любить свои ногти, и будет нам счастье. В общем, я подготовила ноготь, нанесла бескислотный праймер, тонкий слой базы, просушила, и дальше мокрой апельсиновой палочкой выковыриваю вот такой небольшой себе шарик. Вот такую крошку полигель у меня сегодня от Cosmake, и видно немножко меня. Всем привет. Выставляем шарик на середину ногтя. Все слышали до буквы Г, я надеюсь. Хотя мне все равно больше нравится говорить ноготь. Ну так вот, выставляем шарик влажной палочкой, распределяем, притаптываем и дальше просто выглаживаем кисточкой. У меня все моя старая добрая кисть. Может, я когда-нибудь и получше себе выберу, но пока такая. Процедура очень простая, делаем ее только на пол ногтя, цель закрыть ногтевое ложе до конца, то есть такое, как оно могло бы быть, если бы ногти были просто пострижены под корень. Но тем не менее, уже даже после такой процедуры ноготь выглядит симпатично, и это весьма действенный вариант в работе с грызунчиками. Уж я-то точно знаю, я проверяла это неоднократно. Вот так выглядят наши опиленные подложки, наши опиленные свободные краи, если можно так выразиться. И дальше берем камуфлирующую базу, мы выбрали вот такую от Вензель, красивую, с блесточками, но мне нужно было немножко добавить ей жесткости, поэтому беру Hard Build от той же самой марки, и также я хотела, чтобы она была чуть-чуть прозрачной. Ну и, конечно, хочется хоть какого-то праздника, пусть даже коротко, но чтобы блестело, хоть немножко. В общем, намешиваем свой собственный цвет, потому что тот камуфляж, который у меня есть, он плотный, это хороший камуфляж, но мне хотелось чего-то более тонкого и более нежного, чтобы отрастание происходило незаметно, чтобы ее там ничего не раздражало. В процессе понимаю, что прозрачности мне чуток не хватает, поэтому добавляю еще. И удивительно, что я намешала прям в аккуратно 10 ногтей, просто вот глаз алмаз. Получилась вот такая красота. Я считаю, что цвет вообще успешен. И теперь, как всегда, я если не допилю, я что-то там опять нашла или увидела, в общем, там затеки или что-то такое, всегда нужно убирать. Снова обезжириваем. Напоминаю, что база у нас уже нанесена, дальше у нас полигель. И теперь достраиваем вот эту часть в зоне кутикулы, то есть немножечко добавляем туда апекса, чтобы она все это дело не отломала и не оторвала. У нас там красиво будут просвечивать блесточки, крупные и мелкие, такие нежные, красивые, теплые, золотистые и чуть-чуть полупрозрачные. Такие пыльные блестяшки, я обычно называю этот дизайн, я уже давно-давно его делала, он мне очень нравится. Также можно просто блески выложить и перекрыть их какой-нибудь молочкой, например. Но мы остановились вот на таком варианте, и наши готовые ноготули с обработанной кутикулой, небольшие, пока коротенькие, но уже очень-очень аккуратные. Еще раз говорю, для меня это самый действенный способ работы с грызуном. А вот уже через пару коррекций, когда мы отрастим нормальное ложе, мы сможем с ней уже работать как нужно. Ногти чуть толстоваты, так они, сложнее полезут ей в рот, и промеж зубов, грызть будет не очень. Сделала тонкими, насколько могла. Опять-таки, это всего лишь на 10 дней, поэтому мой вариант решения такой. Давайте будем ждать продолжения. Что-то фоточка у меня мутная получилась, прошу прощения. В общем, ждите. Скоро-скоро, я надеюсь, будет, как они отросли, видюшечка у нас. Всем пока!